Ну что ж, я нахожусь в гостинице «Измайловская». Это корпус «Альфа». Номер у меня 1901. Это 19 этаж. И из окна открывается вид на Измайловский парк. Природно-исторический парк Измайлово – особо охраняемая территория города Москвы. Прежнее название – Измайловский парк культуры и отдыха имени Сталина. Исторически это очень интересное место. В 17 веке здесь формировалась резиденция царской семьи. Создано несколько прудов, садовый комплекс. Петр I в юности проводил здесь потешные игры. Здесь был создан один из самых больших зверинцев в Европе и опытная пасека. В лесном хозяйстве высаживались лесные культуры иноземных пород. В настоящее время Измайловский парк имеет площадь 1600 гектаров. Здесь расположена гостиница, построенная в Измайлове к Олимпиаде в Москве 1980 года. 5 30-этажных корпусов, названные греческими буквами альфа, бета, вега, гамма, дельта, символизировали 5 Олимпийских колец. В гостинице могли разместиться до 10 тысяч постояльцев, что в 1980 году обеспечило ее попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Круглый пруд в Измайловском парке – один из старейших искусственных водоемов Москвы, созданный в 17 веке во времена царя Алексея Михайловича. Здесь юный Петр I совершал свои первые плавания на ботике, что впоследствии вдохновило его на создание российского флота. В советский период парк стал местом массового отдыха. В центре пруда есть лесистый остров. Работает лодочная станция. Посетители катаются на лодках и катамаранах, отдыхают на берегу, наслаждаясь прохладой и красотой пруда. В теплое время года здесь катаются на лодках, проводят фестивали и концерты, а зимой заливают каток. На пруду обитают утиные стаи, которые совсем не боятся людей. Пруд стал символом Измайловского парка, соединяя прошлое и настоящее. Здесь находится старейшее в Москве колесо обозрения. Построенное в 1957 году, оно является самым старым аттракционом подобного типа и, конечно же, гордостью парка. Помимо большого колеса обозрения, есть малое. В парке много интересных мест. Конный клуб, кинотеатр под открытым небом, экоцентр «Царская пасека». В парке Измайлово живет несколько редких видов животных и растений, внесенных в Красную книгу России. А также здесь построен Измайловский Кремль. Пока вы смотрите на красоту Измайловского Кремля, я расскажу вам одну странность, которая произошла со мной в Москве. Кстати, Измайловский Кремль мне очень понравился. Это уникальный центр культуры и развлечений, созданный на базе известного вернисажа в Измайлово. Здесь проводят праздники, экскурсии, мастер-классы по русским ремеслам, есть несколько музеев, а также рестораны и кафе. А теперь расскажу, что произошло. Я приехал в Москву в командировку, мы снимаем документальный фильм о самбо. В Москве мы снимали интервью и чемпионат по самбо на Кубок президента России. Когда у меня было свободное время, я ходил по магазинам, в кафе, ездил в город на метро, посещал музеи, и со мной кое-что произошло. Незнакомые мне люди задавали один и тот же вопрос. Сначала я не придал этому значения, но во второй и в третий раз я понял, это не просто так. Ну не могут абсолютно разные люди в разных местах и в разные дни спрашивать одно и то же. Сначала это была женщина средних лет в торговом центре, потом молодая девушка на улице, и третьим был пожилой мужчина в метро. Примечательная деталь, у них у всех были очки с круглой оправой. А вопрос звучал так. Молодой человек, если на двери замок, стоит ли его открывать? Первой женщине ответил не знаю, я подумал, что она говорит какие-то глупости и прошел мимо. Вторую девушку я переспросил, а о какой двери идет речь? Но она не ответила и пошла по улице дальше. Пожилой мужчина был самый интересный. Он остановил меня в метро. Когда он задал вопрос, меня как кипятком обожгло. Но не бывает таких совпадений.
И я на автомате сказал: «Ну, если есть ключ, то стоит открыть замок». Мужчина сразу ответил мне: «У вас есть ключ, но за дверью может быть не то, что вы ожидаете». И после этого он ушел. Я решил его догнать, достал телефон, хотел сфотографировать этого мужчину, но он затерялся в толпе. Как вы думаете, это совпадение или это какое-то послание для меня? Что это все может означать? Напишите, пожалуйста, в комментариях свои мысли. Музыкальная беседка, прокат велосипедов и электромобилей, кафе, катамараны и лодки, 2 колеса обозрения, детские площадки, фонтаны, музеи и арт-объекты. Однако Измайлово – это не только оживленный парк культуры, но и настоящий лес с темными, таинственными чащобами. Об этом месте сложены различные легенды. О чудесной розе, растущей в заброшенном саду, о настоящем золотом коне, спрятанном в парке, о призраках, появляющихся ночью, о странных голосах, звучащих из леса, о пространственной петле и мистическом лабиринте. Сейчас я расскажу о некоторых странностях подробнее. Мало кто знает, что в парке есть рукотворный вал в виде правильного круга диаметром около 500 метров. Одни исследователи предполагают, что укрепление может относиться к инопланетянам. Другие именуют его русским Стоунхенджем, объектом силы, пользоваться которым могли только древние. А третьи предполагают, что там власти проводили секретные эксперименты. Я провел свое расследование и выяснил, что на самом деле это кирпичный завод, построенный в 1665-68 годах. Существуют чертежи этого завода. Большинство чертежей выполнили подьячие приказа тайных дел. Здесь делали кирпич и черепицу. Кирпич украшали государевым клеймом, двуглавым орлом. На Измайловском острове, где находилась царская резиденция, любил гулять мистик и целитель Григорий Распутин. Говорят, что Распутин так любил этот остров, что улучшил его природу и спрятал на нем клад. В районе 2 прудов, соединенных мостиком, растет могучее дерево, которое, несмотря на возраст, не думает дряхлеть. Возле дерева Григорий Распутин оставил сверток с драгоценными каменьями. Через несколько недель мистика убили. Но перед этим он успел заколдовать и само дерево, и весь остров. С тех пор так и повелось. Кто приходит сюда отдохнуть, тот испытывает прилив сил. А кто отправляется искать сокровища, тот ничего не находит, а по возвращении долго не живет. Измайловский парк получил дурную славу из-за маньяков. Балашихинский потрошитель Сергей Ряховский. Первое убийство совершил в Измайловском парке в 1989 году. За 5 лет убил 18 человек. Приговорен к смертной казни, которая заменена пожизненным заключением. Измайловский маньяк Александр Малаев. Наркоман, который ради дозы героина убивал и грабил женщин в 2006-2007 годах. Получил 15 лет лишения свободы. Чистильщики. Неонацистская банда серийных убийц, среди которых была девушка. С 2014 года с особой жестокостью убили не менее 14 человек в Москве, Подмосковье и Ярославской области. Жертвами становились люди, которые, по мнению банды, нарушали общественные нормы, бездомные пьяницы и проститутки. Лидер банды получил пожизненное лишение свободы. Девушка – 13 лет заключения, остальные – 16 и 9 лет тюрьмы. Маньяк в белых перчатках. Получил прозвище за свою привычку надевать перчатки в приступах гнева. Задержан в 2017 году на Украине. Киевская полиция сообщила, что маньяк убил 10 женщин.
5 в России, 3 в Узбекистане и 2 на Украине. Преступник объяснил свои действия ненавистью ко всем женщинам из-за старых обид. Получил 2 пожизненных срока, 1 в России, 2 на Украине. Также в парке пропадали люди. В болоте обнаружено тело 8-классницы с признаками отравления психотропными веществами. Место, где нашли девушку, это край лесопарка. Здесь жутко. Деревья в воде, тропинки в грязи, а воздух пропитан сыростью. Место нелюдимое. Волонтеры-поисковики описывают: от дороги шагов 50, и ты в чаще, где ощущение, что за тобой следят. Болото – это ловушка. Ноги вязнут, ориентироваться сложно, особенно в тумане, который часто стелится по утрам. Ну что, наступила ночь, я пришел в парк. Сейчас еще не совсем поздно, ходят люди, ездят трамваи, тут рядом трасса, то есть много машин ездит. Я сейчас немножко пройдусь, осмотрюсь и пойду в сам парк. Так, значит, пока еще не сильно поздно, я решил прогуляться по глубине леса. Немножко пройдусь по разным аллейкам, прогуляюсь здесь, чтобы, скажем так, напитаться мистикой вот этого леса, чтобы лес, именно вот этот парк и паранормальное, которое здесь происходит, оно немножко привыкло ко мне, к моей энергетике. Так, вот есть какая-то аллейка. Там еще кто-то ездит. Ну, пока что здесь достаточно спокойно. Я думаю, что это спокойствие будет длиться до часов 12, до часу ночи, скорее всего. Вот, потому что людей много, и здесь ничего такого сверхъестественного при большом скоплении людей происходить не должно. Ну что, ночью Измайловский парк по-особенному мистический и красивый. Когда наступит ночь и будет меньше людей, а я не думаю, что ночью здесь кто-то будет бродить, вот, то мы пройдемся по освещенным аллеям, мы пройдемся по темным переулочкам, по темным дорожкам, которые здесь есть. А также мы посетим ту часть парка, в которой обычно никто не ходит. Я буду ставить камеры, отходить подальше, они будут писать, возможно, что-то запишется, паранормальное, необычное или странное. Вот. А еще я буду делать запись тишины на свой диктофон. Если кто-то не знает, у меня есть диктофон. Это кассетный старый японский диктофон, который переделан, и с помощью его можно записывать тишину. Я ее называю мистическая тишина. Значит, диктофон сделан так, что он включается только при возникновении различных паранормальных звуков. Буду ставить микрофон. Надеюсь, что трасса, которая здесь находится и которая вот сейчас шумит, она не сильно повлияет на работу этого прибора. Значит, что я еще хотел сказать. Дело в том, что мы, как исследователи, что мы делаем? Нам нужно найти различные паранормальные места, объекты, локации и зафиксировать паранормальные события и явления. Как нам сделать так, чтобы мы оказались именно в том месте, где что-то происходит, чтобы мы не теряли время на хождение и брожение по различным местам, которые не являются паранормальными. Значит, дело в том, что мы, как исследователи, получаем информацию, фиксируем, потом анализируем и делаем выводы. И моя задача была сделать так, чтобы точно, практически наверняка, со стопроцентной уверенностью попадать в места, где точно что-то будет происходить. Вот как сделать так? Вот представьте, мы находимся возле воды и ждем, когда будет волна, а волн нет. Чтобы они появились, что мы можем сделать? Мы можем кинуть камушек.
Камушек в воду попал, волны пошли, мы добились результата. Как мне сделать так, чтобы в местах, в которые я езжу, можно было кинуть вот такой камушек, и паранормальные волны бы начались? Я обратился с этим вопросом к Паше. Паша молодец, ему эта идея понравилась, он подумал и кое-что сделал. Значит, он сделал своего рода такой активатор паранормальных событий, паранормальных явлений. Вот, и если его активировать, то по теории Паши, по его даже, скажем так, уверению, в этом месте, где мы находимся, паранормальные события усиливаются. То есть, если они будут ждать определенного времени, либо когда никого не будет из людей, или наоборот, когда кто-то будет один из людей, то есть должен быть определенный триггер, который запустит эти паранормальные события. Вот Паша сделал такой мешочек. Сегодня он у меня с собой, я его активирую для того, чтобы мне здесь не ходить, часами, днями или месяцами не жить в этом парке, не ждать, когда что-то паранормальное случится. Я вот его активирую и надеюсь, что он сработает, и паранормальное явления, они здесь проявятся, и я смогу их зафиксировать. То есть я себе упростил задачу. Но, естественно, это все в теории. Как все будет на практике, я пока не знаю. Я буду тестировать этот Пашин мистический прибор. Вот можно его назвать мистический прибор, который запускает паранормальное явление. Как только я активировал Пашин паранормальный прибор, рядом со мной замигал фонарь. Сначала я решил, что это случайность, и для проверки пошел к другим фонарям. И там тоже один из фонарей замигал. Значит, активатор паранормальных событий работает, и я отправляюсь на территорию в парк. Пашин мистический активатор начал действовать. Сейчас я буду ходить по парку и ставить камеры, чтобы зафиксировать возможные паранормальные события. Кстати, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал. Вот, поэтому, если вы не подписаны, обязательно заходите туда, подписывайтесь. Там много интересного, различные новости, небольшие ролики я делаю. Также мы там проводим эфиры. То есть эфир, что это такое? Это не только я говорю, но и каждый подписчик, который находится на этом эфире, может высказаться, рассказать свои истории, паранормальные, мистические, странные, которые происходили с ним, либо с его знакомыми. И мы все это в формате диалога обсуждаем. То есть каждый слушатель может высказать свое мнение. Какая-то паранормальная птица рекомендует подписаться на наш телеграм-канал. Вот, поэтому заходите в эфиры,
И давайте общаться. Также там есть записи. Можете зайти на записи эфиров, послушать их и в комментариях высказать свое мнение. Потому что истории, которые рассказывают люди, на самом деле очень много. И было бы интересно их обсудить и немножко приблизиться к разгадке всех этих таинственных паранормальных явлений, которые случаются с нами, с вами и с окружающими. Поэтому заходите в наш телеграм-канал, там интересно. Так, какой-то огонек мигает. Интересно. Какой-то странный огонек мерцал вдали. Я к нему пошел, но он пропал. Значит, я сейчас сделаю так. Пойду в глубину парка, найду несколько отдаленных мест и поставлю камеры. Только нужно быть осторожным, потому что я по парку хожу один, людей здесь практически нет, и в некоторых местах действительно жутко. Когда я проходил по этой аллее, то в одном месте я почувствовал четкое ощущение холода. Сейчас лето, и даже ночью очень тепло, поэтому ощущение холода является нестандартным и может являться маркером паранормального присутствия. Я поставил дополнительную камеру на аллею и пошел осматривать лес.
Ну что ж, подведу итог событий сегодняшней ночи. Значит, Пашин мистический прибор работает. По крайней мере, я точно уловил его воздействие. Как только я его активировал, то сразу же произошло легкое паранормальное событие. Это замигал свет на 2 фонарях. Ну, ладно бы на одном фонаре, это можно было бы списать на совпадение. Но на 2 фонарях практически одновременно, причем очень близко от меня, то, скорее всего, я делаю вывод, что это отработал вот этот Пашин мистический прибор, как я его называю. Вот. Ну и в целом ходил, бродил по парку, мониторил, ставил камеры. И в один момент мне показалось, что сзади кто-то прошел. Причем я не слышал шагов, я не слышал шуршания веток, листвы. Я почувствовал небольшой холодок, как будто что-то рядом сзади меня прошло, и легкий холод. Вот. Говорю об этом и опять чувствую этот холодок. Вот. Возможно, это нечто где-то здесь рядом, но сейчас я нахожусь на освещенной аллее. Значит, я за этим нечто пошел туда, в лес, но ничего я там не увидел. Это нечто пропало, не знаю, кто это был. Либо это был призрак, либо это было какое-то существо, которое имело форму человека. Вот. Но мне показалось, что это нечто выглядело как человек. Поэтому здесь явно что-то есть, и нужно очень хорошо и подробно рассмотреть все камеры, которые я ставил. Наверняка что-то записалось. Некоторые камеры записали нечто странное.